Друзья, у нас в гостях сегодня нелюбимые нами родственники и самый многочисленный род обезьян, который объединяет до 30 подвидов, группируемых в 4 вида. Ареал рода включает в себя обширные пространства тропических лесов от Гондураса на севере до Южной Бразилии на юге. Встречайте капуцинов или широконосых обезьян. Широконосыми, кстати, их назвали из-за широкой перегородки между ноздрями, в противоположность высшим приматам Старого Света, которых именуют узконосыми обезьянами. Человеку, кстати, тоже свойственна узкая носовая перегородка, поэтому и ряду других не столь явных признаков приматы Нового Света хорошо обособлены от других высших приматов в результате их длительного и независимого развития. Европейские исследователи, посетившие леса Нового Света в XVI веке, заметили схожесть пучков каштановых волос и своеобразных бакенбардов на голове местных обезьян, которые они сравнили с монахами-капуцинами в коричневых одеждах и с большими капюшонами. Именно поэтому они дали им имя капуцин, а у викторианских шарманщиков были обезьянки-капуцины, которые танцевали и собирали монеты. Сейчас эти животные с милыми мордахами и очаровательными выходками появляются во всевозможных представлениях и фильмах, таких как «Пираты Карибского моря», например. Но самый известный капуцин – Марсель, любимая обезьянка Росса из сериала «Друзья». Ловкие и стройные обезьяны-капуцины весят всего от 1,5 до 5 килограмм. Мех у разных видов отличается, но чаще всего приматов этой группы можно увидеть с кремовой или светло-коричневой окраской вокруг лица, шеи и плеч. Тело достигает 30-50 сантиметров в длину. Их длинный и цепкий хвост и большие пальцы помогают жить высоко в ветвях тропического леса. Хвост действует как пятый придаток, хватаясь за ветви и помогая балансировать, когда они движутся по деревьям. Большие пальцы им тоже помогают в передвижениях по деревьям. Доминирующий примат-мужчина является лидером группы. Он должен защищать свою территорию и членов группы от хищников и обезьян-капуцинов из других групп. Но у него есть и бонусы. Он выбирает самочек и всегда ест первым. Обычно диапазон одного клана занимает территорию в 50-100 гектаров земли. Кстати, капуцины часто перемещаются с дерева на дерево, даже не касаясь земли. Они так живут в среднем. Обезьяны путешествуют на расстоянии до 3,5 километров в день. В пределах своей территории, конечно. Капуцины всегда сотрудничают внутри своей группы при сборе и распределении пищи. Меню капуцинов намного разнообразнее, чем у других видов. Они всеядные и потребляют различные части растений, а также насекомых, пауков, птичьи яйца и даже мелких позвоночных, таких как ящерицы и небольшие грызуны. Наблюдалось также, что капуцины особенно хорошо ловят лягушек. Они настоящие экстремальные гурманы, потому что добывать еду из широкого набора маловероятных продуктов питания – это прерогатива умников, а капуцины, живущие около воды, будут есть крабов и моллюсков, разбивая их раковины орудиями труда. Да, капуцины – это очень умные животные, которые используют различные виды инструментов – палки, ветки и камни, например, чтобы открыть скорлупу, орехи, твердые семена, и раковины моллюсков. А ученые объявили, что капуцины в Южной Америке вступили в собственный каменный век. Еще один пример. Во время сезона комаров капуцины раздавливают многоножек и растирают их по спине. А знаете зачем? Это действует как естественное средство от укусов насекомых. Капуцины обычно живут обширными группами по 10-35 особей. Предпочитают жить в лесу.
хотя могут легко приспособиться к местам обитания их больших лысых родственников. Большинство видов имеют линейную иерархию. Это значит, что и самцы, и самки имеют свой собственный порядок доминирования, но альфа-самец всегда доминирует над альфа-самкой. Он имеет основные права на вступление в брак с женщинами в своей группе. Однако есть группы капуцинов, где их возглавляет как альфа-самец, так и альфа-самка. Выясняют свои социальные отношения наши родственники посредством взаимного груминга, а общение между обезьянами происходит с помощью различных звуков. Капуцины имеют сложные социальные структуры, долговременные родственные отношения и богатый поведенческий репертуар, что делает их весьма интересным объектом для научных исследований. Хотят любви капуцины в любое время года. У них нет особого брачного периода, хотя в Центральной Америке роды происходят чаще в сухой сезон и в начале сезона дождей с декабря по апрель. Мужчинки весьма своеобразно привлекают внимание к своей особе дам. Они мочатся на руки и покрывают свое тело этой жидкостью, чтобы зафиксировать свою территорию и привлечь тем самым внимание самочек. Срок беременности составляет около 6 месяцев. Роды, как правило, одиночные, но иногда случается, что самка вынашивает двойню. Происходит это, как правило, с интервалом от 1 до 2 лет. Капуцинихи достигают зрелости уже через 3-4 года, а мужчины, капуцины, около 8 лет. Капуцинята же цепляются за грудь матери до тех пор, пока они не подрастут. Только тогда они перемещаются к ней на спину. В это же время они учатся выживанию у более опытных взрослых особей. Мужчины своих дам в беде не бросают и нередко принимают участие в уходе за потомством. Живут маленькие недомонахи в дикой природе от 10 до 25 лет, хотя в неволе могут прожить до 45. Почему такая разница? Потому что пообедать вкусным капуцином хочет почти вся хищная южноамериканская фауна. Например, ястребы часто сопровождают капуцинов на пути их следования. Крупные змеи и удавы также стремятся пообедать обезьянами. Основным же хищником является гарпия. Ролик про пернатых обезьяноедов ищите в плейлисте «Птицы» или «Животные Америки». Капуцины, кстати, против гарпий используют специальный тип предупреждающих звуков, чтобы уведомить членов своей группы в случае приближения этих бестий. Обезьяны-капуцины считаются самыми умными среди всех американских видов приматов, и они легко дрессируются, поэтому их использовали, чтобы помочь людям, например, страдающим параличом или другими болезнями. Этим милым обезьянкам, несмотря на весь свой ум, очень неплохо живется в лесах, и выходить в саванну они не собираются. Именно поэтому они навсегда застряли в своем каменном веке. Но разве это плохо? Вот мы вышли в саванну. И что в итоге? А как вы думаете, другие виды обезьян могут в будущем составить конкуренцию разумному Homo? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!